Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень быстрый, необыкновенно вкусный шоколадный торт с грильяжем. Для его приготовления мне даже не понадобится определенной формы для выпечки, просто буду выпекать в противне. С использованием просто ручного миксера и справится даже новичок. Сначала приготовим основу для крема. 350 мл молока я отправляю и довожу до кипения. 150 грамм сахара. 35 грамм кукурузного крахмала и 8 грамм ванильного сахара я сейчас перемешиваю до однородности. Три яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм среднего размера и 150 миллилитров молока. Все это перемешиваю до однородности. И смешиваю все это сейчас с сухой смесью. Однородная смесь должна получиться. И иду сейчас на плиту и буду уваривать это все до закипания. Постоянно помешивая в центре ковшика, я добавляю туда всю крахмальную основу в горячее молоко. И теперь при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые вот такие пузыри, провариваю примерно еще 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Теперь я добавляю туда 100 грамм темного шоколада, именно не молочного, а темного шоколада. Можно молочный добавить, но вкус не такой будет яркий у крема тогда. Шоколад 50-60% какао здесь. Перемешала все это очень хорошо до однородности. Выливаю сейчас в ту емкость, где крем у меня будет остывать до комнатной температуры. Не до холодного состояния, а именно до комнатной температуры. Накрыв пищевой пленкой, убираю его сейчас. Здесь я разделила 6 яиц на белки и желтки и приготовим сухие ингредиенты. 180 грамм муки, 40 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Я смешиваю все это до однородности и пока отставляю в сторону. 6 белков, яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара и от 180 грамм сахара 1/3 примерно я добавляю в белки. Общее количество сахара на весь бисквит 180 грамм. Взбиваю сейчас секунд 30 так до такой пышной пены. И добавляю туда сейчас 20 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю минуты 2 сейчас всю эту белковую массу, не дольше. Она у нас не должна превратиться в состояние губки, но пики должны быть слегка подрагивающие, чтобы бисквит мог подниматься. Отставляем сейчас в сторону пока белки. Здесь 6 желтков. Желтки ни в коем случае заранее не засыпаем сахаром, чтобы они не покрылись корочкой. Ввожу туда порциями весь оставшийся сахар. И взбиваю желтковую массу не менее 3 минут. Это очень важно, потому что желтки нужно взбивать не меньше, чем белки, а иной раз даже и дольше. 140 мл молока комнатной температуры. Можете слегка теплого молока взять. Просто перемешиваем до однородности. Также я туда добавляю 90 грамм растительного масла без запаха. Все тоже перемешиваем, ничего больше здесь не взбиваем. И сейчас я ввожу туда всю сухую смесь. Все это перемешиваю просто до однородности миксером. Духовка уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Венчики больше мне не понадобятся здесь.
И белковую массу я буду вмешивать лопаткой. Такими круговыми движениями. Аккуратно вмешиваем. Она вмешивается очень быстро, потому что у нас уже все ингредиенты добавлены. Проверяю вот так вот большим венчиком, чтобы не оставалось комков. И можно уже заливать в форму. Размер противня здесь у меня 42 на 32 сантиметра. Корж выпекается очень быстро. Я буду выпекать в моей духовке при температуре 175 градусов Цельсия буквально 20 минут. Если же у вас духовка печет очень интенсивно, следует тогда выпекать на более низкой температуре 170 или 160 градусов. Все смотрите по вашей духовке. Корж испекся, сразу же его достаю из противня. Ничего здесь не жду и сразу же еще в не до конца остывшем виде нарезаю его на коржи. Обрезаю с боков обрезочки, они мне сейчас понадобятся для обсыпки торта. И нарезаю на 3 коржа примерно по 13 сантиметров. Еще в не до конца остывшем виде все это делаем. В это время у нас остывает заварная основа для крема, поэтому экономится время, здесь очень быстро все это делается, и торт реально приготовить очень быстро. Корж этот я выпекаю по рецепту шифонового шоколадного бисквита. Он есть на моем канале, ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. Он в принципе получается очень нежным и вкусным. Обрезки буду использовать для посыпки торта. 250 грамм сливочного масла размягченного я взбиваю сейчас примерно 3 минуты до пышности. Добавляю туда 2 столовые ложки какао-порошка для выпекания. Все это аккуратно перемешиваю, взбиваю недолго, чтобы просто массы объединились. И примерно по 2 столовые ложки я добавляю всю заварную основу к этой массе и просто прорабатываю миксером, тоже недолго. Добавили всю заварную основу и просто прорабатываем еще раз миксером. Крем готов. Это крем для начинки, это крем не для украшения, сразу говорю. В холодильнике он стабилизируется и будет более устойчивым. Здесь 400 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%. Я добавляю туда 16 грамм загустителя для сливок, 30 грамм сахарной пудры и 16 грамм ванильного сахара. Или ванильного экстракта можно брать. В случае, если у вас нет загустителя для сливок, вы можете взять 250 мл сливок и 150 грамм сыра маскарпоне, и тогда крем будет держаться. Сейчас сразу же начинаю сборку торта. Здесь я беру 100 мл кипяченого молока для пропитки, пропитываю каждый корж. Крем у меня немножко стабилизировался в холодильнике, буквально минут 15, чтобы он лучше отсаживался из мешка. Здесь для всего торта я буду использовать 150 грамм обжаренного измельченного фундука. Вы же можете брать свои любимые орехи по вашему вкусу. Здесь очень важный момент. Я тортик буду нарезать уже буквально через 1,5 часа после сборки. Орехи не успеют отсыреть от коржа пропитанного. Если же вам нужно более длительное хранение данного торта, следует обязательно вот этим кремом покрыть каждый корж сначала, а потом уже высыпать на этот крем орехи. Вот это очень важно, чтобы орехи не отсыревали. Кремы и шоколадный, и сливочный я, конечно же, разделила на 3 равные части. И буду использовать и для того крема кондитерские мешки. Если же вы захотите использовать грильяжный слой вместо каждого слоя орехового, который мы используем в начинке торта, следует здесь брать другой шоколадный крем. То есть здесь нужно брать шоколадный взбитый ганаш. На моем канале есть подробнейший рецепт шоколадного ганаша на молоке, как его правильно сделать, как его взбить. Ссылочку на то видео я вам оставлю в описании к данному видео. И там следует брать от той порции, что дано в том видео, 2 порции того ганаша, чтобы собрать вот такой тортик. Я вам ссылочку обязательно оставлю в описании к данному видео. Тортик собирается очень несложно и быстро, безо всяких даже форм. Если вы захотите также грильяж использовать в начинке, его, конечно же, следует предварительно измельчить ножом и потом прослоить взбитым ганашем. Я надеюсь, что я понятно объяснила это. Как готовится сам грильяж, сейчас я это покажу в последующей части видео. Там предельно просто все.
Сейчас я его оберну просто пищевой пленкой и уберу примерно на 1,5 часа в холодильник для стабилизации. Здесь 200 грамм фундука я просто обжариваю на сковороде. Аккуратно. И сейчас вот таким образом я избавляюсь от излишней шелухи. Фундук, конечно, можно обжаривать и в духовке при температуре примерно 150 градусов Цельсия до появления такого приятного орехового аромата. Кто не захочет это делать в сковороде. Можно также обжаренный фундук готовый купить, все на ваше усмотрение. И, естественно, орехи можно разные использовать. 150 грамм сахара я растопила просто на умеренном огне на сковороде до красивого янтарного цвета. И вот сейчас вот таким образом я делаю самый элементарный грильяж. Я заливаю растопленным сахаром весь этот фундук. Конечно же, делать это лучше всего на силиконовом коврике, как у меня. Это сейчас не проблема, я думаю, ни для кого силиконовый коврик. Вот таким образом сделанный грильяж получается очень хрупким. То есть его очень приятно раскусывать, его можно очень хорошо надламывать. И без проблем его можно использовать для любых десертов. Стабилизируется, остывает грильяж это очень быстро. Сейчас я подставлю под него решетку, чтобы и дно быстрее остывало. Как только я уже могу до него дотронуться, я сразу его переворачиваю. Тортик у меня провел примерно 1,5 часа в холодильнике. Сейчас я его могу уже нарезать и подавать сразу к столу. Здесь 50 грамм растопленного молочного шоколада, 40% какао. Просто я им украшаю верх тортика и тем самым немного изолирую грильяжный слой от влажных сливок. Как я уже сказала, вот этот грильяж ломается очень хорошо. Также измельчается ножом очень прекрасно и раскусывается тоже. И таким образом нет опасности того, что мы пережжем эти орехи в сковороде, когда мы будем их смешивать вместе с сахаром. Конечно, чтобы грильяж чувствовался во вкусе, раскусывался очень хорошо. Самый надежный способ его подавать вот именно так, в качестве украшения для торта, кто очень любит грильяж. Но я уже сказала, как сделать его и в начинку торта. Проходите, пожалуйста, по ссылке на видео про ганаш на молоке. Измельчаю сейчас крошку. Это можно сделать, конечно же, в измельчителе. Смотрите, все на ваше усмотрение. В пакете, как вы захотите. Обсыпаю бока торта, и тортик уже можно подавать. И тортик получается необыкновенно вкусным, легким на вкус. Здесь просто из-за орехов он не так легко нарезается. Но торт получается нежнейшим просто на вкус. Очень советую его приготовить. И кто захочет грильяжный слой, также можете его сделать из такого же количества орехов и сахара. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.